снова я вас приветствую, дамы и господа. Вы знаете, сегодня какой-то день такой, я после ночи, во-первых, и вот снял я этот ролик о фильтрах. Вроде как и неплохой, но вот посмотрел я его сам, у себя на канале, и вот какой-то он скучноватый все-таки. Очень много последнее время у меня на канале именно какой-то, кроме событий, в основном все о чем-то, а игр толком и нету. И поэтому я решил сегодня еще забабахать. Время у меня есть свободное. Я решил сделать еще и в поисках идеальной колоды. То есть правила, я думаю, вы помните. Мы начинаем с моей базовой колоды. Вот она. И, соответственно, находим интересную колоду. Мы ее меняем. И играем ей. Ну и начнем. Я думаю просто выпустить этот ролик после роста. Потому что там уже карты подкачаются и будет как-то попроще, более интересные колоды составлять. Здесь вот такая колода. Кстати, колода довольно своеобразная. Ну и давайте я ее заскриншочу и попробуем с ним сыграть. То есть, в принципе, чтобы тоже сильно не растягивать, колода довольно интересная, поэтому почему бы и не попробовать ей сыграть. Сейчас мы ее выиграем, проиграем, неважно. Сейчас попробуем взять его колоду и, соответственно, от этого оттолкнуться. Здесь у нас пока вот так все идет. Убиваем мы. Вот опять, вот я все время вот забываю про это, и получается, что у меня Шаамуна не может выставить. Вот это мой косяк лично, ничей больше, что я не могу выставить кристалл Шаамуны. Посмотрим сейчас, как пойдет. Пока что как-то идет не очень, но Нинил выживает, это плохо. Это плохо. Так, вот он ставит панду. Что это за панда вообще? При смерти врага получает плюс 9, получает шипы 8 за каждого героя. И сейчас у него шипы, соответственно, 24. Ну, в принципе, здесь можно не париться. Мы выставим вот так вот. И просто сольем эту панду. Ну, а заодно и практически его сольем. Или вообще, да, мы его убиваем. То есть, но колода у него такая довольно своеобразная. Заодно вот успею, может, еще подкопить немножко яичек. У меня 160, до 250, может быть, успею еще. Полчаса у меня. Вот. Сейчас тогда попробуем ради интереса собрать его колоду. Хотя у меня она и будет немножечко послабее, получается, потому что у меня, во-первых, смертушка сама слабее. И, соответственно, из-за этого колода будет немножечко проседать. Но ничего страшного. Сейчас мы посмотрим, как все это будет выглядеть. Так, где она, где она? А, вот. Соответственно, вот. У него тут, правда, динозавр. И у него тут все мужики практически собраны под динозавра. Но мы попробуем ту же самую колоду, но с волком. Соответственно, так, кого мы первого берем? Из природы у нас тут двое. Это панда фиолетовая и дракон. И мы сейчас попробуем такое небольшое новшество. Мы попробуем ее немножечко видоизменить. Мы возьмем рыжую панду, которая еще будет раскидывать клетки, плюс имеет невосприимчивость и в конце хода дает 12 союзникам за каждого раненого врага. Мы возьмем не фиолетовую, а оранжевую. Так, из хаоса у нас это Нинил, во-первых. Это вот Ханака. Это Нинил. Он у меня тоже гораздо слабее. Но, как видите, это не помешало нам его вынести. Хотя у него колода и немножечко посильнее. Так, это также принц.
Принц. Ну, у меня принц совсем, если честно говоря, слабый. Тут, конечно, жесть. Дьявол, которого мы потом сможем подкачать. Ну, попробуем сейчас. Плюс Линьшао. И госпожа Ба. Она у меня тоже особо не качанная. Ну, ради интереса сейчас сыграем. Игру проиграем, так посмотрим, что там еще можно изменить. Так, ага, и Линьшао. Порядок, ближники, Линьшао. Тоже его еще можно будет на росте подкачать. Ну, мы пока просто тестируем, просто смотрим, как это вообще будет выглядеть. Достается нам вот такая вот девочка Сонблак. Ну и, соответственно, посмотрим сейчас, что мы сможем сделать. Во-первых, лечимся, во-вторых, выпускаем дьявола. Он сейчас его убивает. Ага, да, упали эти. Отлично. Сливается он. И мы ставим Линьшао. Все, от этого мы избавились. Соответственно, ставим Нинила. Нинил начинает потихонечку проносить урон. Сейчас его, да, убивают. И мы выставляем дракошу нашего матриарха Иона. Так, поставил на эту девочку. Окей. Так. Этого мы убиваем. 80. Ну, давайте сделаем так. Плюс выходит маленькая смертушка. Смерть крыс. Так, вот здесь. Ну, в принципе, можно и его выпустить. Как бы Дракула у нас, конечно, не сильно сильный. Ну, давайте попробуем. Так, у него сколько он? 14. Так. Вампиризм в начале хода наносит 16. Тогда делаем вот так вот. Ставим матриарха Иону. Здесь дамажим потихоньку. Так, ну и Нинила здесь просто поставим. Это все равно победа. Да, но, конечно, противник против нас был очень слабый. Попытка абсолютно уже ненужная, потому что все боссы убиты. Вот Санрайз против нас, австралиец. Так, ну и давайте попробуем, что мы здесь можем сделать. Ну, давайте Линьшао и поставим. Ну, убивает сам себя ярость. При смерти врага, кроме хаоса и зданий, призывает в первый ряд Хоро-Хоро. Кроме хаоса и зданий. Убиваем мы Властелина Роя. Атакуем потихонечку. Так как у меня волк эпический, то он, соответственно, наносит там немножечко урона. Ну, а здесь я даже не знаю. Ну, давайте поставим матриарха. В принципе, если даже он его и заберет, ну, ему нужен, да, стрелок. У него есть стрелок. Сейчас мы тогда кидаем немоту. Надо ли кидать немоту? Да, наверное, нет, не будем никакую немоту кидать. И так у нас все не так уж и плохо. 7 единиц урона нас не пугают. А немоту мы лучше прибережем. Ну, это тоже, опять же, не страшно. Мы ставим еще одного матриарха Иону. Выходит Хоро-Хоро, тоже наносит урон. Тоже нормально. Убивает он Влада и Ханака. Не добивает Хоро. Соответственно, мы ставим на первую клетку Линьшао. Наши получают урон. Ну и осталось здесь добить. Опять же, противник был несложный. Сейчас мы выпустим просто дьявола. Он всех снесет. И как бы на этом все закончится.
Победа. Опять попытка. Лучше бы яйца давал. Так, посмотрим, что у него за колода. Может быть, что-то интересное. Ну, это чистый порядок. Б. В общем-то, Б. Так, выпускаем тогда панду. Чтобы, если его начнут бить, он начал раскидывать урончик нам. Так. Угу. Влада мы можем здесь отдать. Я думаю, да, можем мы отдать, чтобы немножечко пробиться. Если она его даже сейчас и убьет, то ничего страшного в этом я не вижу. Кидаем теперь немоту. И ставим матриарха Иону. Ага. Ну, вариантов больше и не было у него. Так. Ставим Линшао. Выбивает он. Так. Сколько он наносит сейчас? 4-12 случайному врагу рядом с атакованным. Срабатывает дважды. 33 у нас. Ну, убили мы его. Сейчас мы можем выставить, в принципе, камушки. Он, да, сейчас будет раскидывать это. Ну, мы можем поставить камни, в принципе. И выставить Нинила. Да, он сейчас будет дико хилиться. Поставим Влада. Да, конечно, вот здесь уже у него интересно, все за счет идет заморозки, плюс Александрия, тоже заморозка, плюс у него вот этот, он исцеляет и щиты раскидывает. Да, здесь мы уже победить вряд ли сможем. Это будет очень тяжело, поэтому я проще сдам. Эта колода не заточена под это. Но чистым порядком, опять же, ну, можно, в принципе, попробовать. Почему нет? У меня нету этого здания. Так что откидываем эту идею. Просто сдаемся тут и идем искать дальше. Итак, следующий противник наш — это Пиратус. И что у него? Ага, у него тоже сборная солянка здесь. Бастет. 16 героем. Плюс это. Ну, здесь нам довольно сложно будет победить. Давайте я ее сфоткаю. Вот здесь уже можно поинтереснее что-то собрать. Ну, опять же, я ставлю Линшао. Призывает он свои руны. Угу. Вот это вот плохо на самом деле. Это на самом деле очень плохо. Да. Здесь я, конечно, похилюсь. Выставлю я здесь Влада. Вот он сразу режет атаку. Выпускаю я матриарха. Потому что больше, в принципе, мне здесь делать нечего было. 76 здоровья. Морозим ее. Но тут тоже довольно сложно будет нам победить. Давайте поставим вот так вот панду. Ставит он Савунью, да. Вторая Шаамуна пошла. Ну вот опять же, вот это вот полный бред, конечно. Вот то, что по две, там, по три подряд Шаамуны. Это полный бред. Сносим мы это. Убивает он нашего панду. И здесь уже тяжеловастенько нам будет. Этот умирает, но сносит он нам очень много сейчас. Поэтому я тоже проще здесь сдамся. Это не имеет никакого смысла здесь сейчас уже играть. Да, сдаюсь. И соберем сейчас вот эту вот колоду. Посмотрим ее.
колода, которой я только что играл, она играбельна, но, к сожалению, слишком слабые герои у меня для нее. То есть нужно их подкачивать, прокачивать, ну и все такое прочее. Так, моя колода сейчас для шахты. Берем пирата. Жалко, нельзя на один портрет делать по несколько колод. Ну это же неправильно, блин. В корне неправильно. Так, где наш пират? Вот наш пират. Так, и берем сначала природу, ближники. Это будет Бастет. Вот наша Бастет. Она у меня тоже, опять же, немножечко послабее. Так, из природы у нас еще есть кто-нибудь? Да, Матриарх Иона и Сова. Матриарх Иона и Сова. Вот Матриарх Иона и вот Сова. Чуть-чуть она у нас слабее. Ну, все герои, в принципе, чуть-чуть совсем слабее. Так, из порядка у нас только Легион. А зачем тут Легион? Вот в чем вопрос. Зачем он тут есть? Когда можно, ну, что-то более взять тогда удобное. Так, из хаоса у нас это раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 ближников. Все равно под динозавра даже, ну, я не знаю, нет, ну это перебор. Одна сова из стрелков, ну что это за извращение? Давайте-ка вместо этого, вместо Легиона, мы тогда уж лучше возьмем ту же самую, например, Дискордию. По-моему, это будет выглядеть более симпатично. Так, и из хаоса у нас это ближники. Это Властелин Роя, это Шаамуна, это Кощей и это Мистер Дьявол. Ну вот так вот это выглядит как-то. Очень своеобразно, конечно. Ну давайте попробуем. В конце концов, почему бы и нет. Единственное, что я вот Легиона заменил на Дискордию. Так, ну тогда начинаем с Шаамуны. Руны я сейчас раскидаю. Так, руны мы раскидываем. Ставим его. Нашего Властелина Роя. Он сносит 2 здания. Вот. И опять же, немоты у нас нет. Я могу поставить вот так вот. Но это ничего особо не даст. Все равно он еще живой. Но мы его добьем сейчас Бастет. Мы его сейчас добьем Бастет. Получает он урон. Ага, и у него Иштмала. Против Иштмала у нас есть свое оружие. Мы его сносим. Так, и ставим двойную. Как-то вот так вот мы попробуем сыграть. Так, и мы можем тоже поставить вот сюда вот сову. И добить его. Ну вот так вот, в принципе, работает. То есть ближниками мы заполняем. Если что, Кощеем мы режем. Так, ну здесь я опять начну с Шаамуны. И вот я все время забываю поставить руны. Не забывайте этого делать, потому что руны обязательно надо ставить. Так, давайте вот так вот попробуем. Ага, не добили. Ничего страшного. Ничего страшного. Ставим мотову. Добиваем здесь. Добиваем. И у нас пока все неплохо. Так,
ставим двойную атаку им. Проносим все. Сейчас он может юзануть, да, призыв и, соответственно, убить нашего Кощея. Да, он убивает Кощея. Ну, ничего страшного в этом я не вижу. Здесь Влады. Так, мы тут можем снести троих, набрать 114 и добить его. Получаем эликсир. Ну, колода довольно интересная. То есть много здесь опций набрано. Так, здесь по-любому Шаамуна. Иначе все станет грустно у нас очень быстро. Угу. Вот оно. У него уже перерождение, да, насколько я помню. А мне его сейчас никак даже и не убить. Я могу 44 ему только срезать. Ну, тогда ставим вот так вот. Ну, опять же, это я накосячил, зря я так поставил. Ну да, здесь у нас, к сожалению, все печально становится очень даже. Сейчас он нас носит. Да. Что у него? А у него вот такая. Ну, кстати, почему бы ее тогда не попробовать? Здесь уже, да, здесь. Ну, я сейчас даже его выпущу. Это не имеет значения. Он их поубивает тупо. И как бы все. Можно сдаваться. Да, интересно, интересно. Но при этом Мьёльнир с основной пачкой хаоса, ну, такое себе довольно рискованное предприятие. Так, это мы удаляем. Сейчас посмотрим эту колоду. Здесь еще он играет из-за Трикси. Ну, почему бы и нет, в принципе, да? Так, это. У меня есть что-то похожее, но это у меня для этого. Для шахты. Вот тут. Так, хаос, ближники. Соответственно, Апеп. Так, это Афина. У меня опять же послабее, притом гораздо послабее. Так, это природа, ближники. Это принц Нот. Принц Нот у нас. Так, принц Нот. Это и Мьёльнир, да? Мьёльнир. И хаос ближник, это Ореох. У него еще взять. Ореох. Ну вот такая вот колода. Плюс Трикси. Даже не знаю, может быть лучше гейшу попробовать взять. Может просто у нее есть портреты гейши, поэтому он играет Трикси. Так, ну и выбираем ей волка. Давайте попробуем. Вот так вот. Несколько игр сыграем. Посмотрим, как это все выглядит. Давайте начнем с нее. Да, он может прямо сейчас юзануть, но он не хочет, я так понимаю, юзать это. Так. Так, ну тогда давайте прикроем. Да, вот он убивает. Ну, мы тоже не пальцем деланные. Убиваем его и ставим своего Чупакабраса. Ставим Апепа, ну и добиваем. Здесь не скажу, что даже силы колоды роли сыграли. Просто наша колода была, ну, фактически контроль ее. То есть, такое вот дело.
Так, а у меня никого и нет здесь сейчас, да, прямо здесь. Так, ну тогда орех оставим. Да, мы получим урона, как бы, ну, куда деваться. Вот это очень плохо. Это просто полный провал. Здесь мы уже вряд ли сможем выкарабкаться. Да. Здесь это уже все. Единственное, что так мы сможем закрыться на один ход. Своеобразно, да? Вот. Но это всего лишь один ход, и вряд ли мы дольше продержимся. Ну, там, туда поставил. А, ну, здесь понятно. Здесь чистый порядок, поэтому... Нет. Чистым порядком я играть точно не хочу. Так, смотрим дальше, что у нас тут получится. Попадается против нас пиратик. И сразу же ставит вот так вот. И сейчас он еще одного поставит. Вот это, конечно, разгон у него здесь получается хороший. Хорошо, что умирает он. Так. Что мы тут можем? Тут мы можем поставить либо так, либо так. Я, наверное, предпочту поставить вот так. Можно было вообще их всех убрать. Но не вижу сейчас вот прямо в этом смысла особого. Никого он не убивает у нас. Так, мы вот теперь их сносим. И ставим Апепа. Перерождение у нас кто получил? Не он. Это прискорбно, но не смертельно. Тогда делаем вот так вот. И добиваем. То есть, в принципе, вот сейчас нормально сыграли. Колода показала себя. Давайте с него и начнем. Что это за колода? Там колода практически такая же, ну, похожа чем-то. Так, давайте вот так тогда поставим. Перерождение он у нас получил, что уже не может не радовать. Давайте принца нода поставим. Принц нод тоже получает перерождение. Так. Мы можем сыграть тоже вот так. Ну, 43 здоровья остается, это победа, пусть он даже сейчас заюзает все, что у него осталось, тут абсолютно не принципиально. Ставим вот так и побеждаем. Так. Ну, давайте еще попробуем карточку сыграть. Такой вот против нас вражина. Давайте тогда вот так вот сделаем. Ставим Апепа, чтобы кинуть перерождение. Сейчас у нее опять щит собьется. Убиваем и ставим сюда. Отлично. Ну, вот это, конечно, был большой облом. Ну,
Нам нужно его добивать, поэтому мы ставим именно сюда. И ставим вот так вот. Все, в принципе. Противники попадаются не очень, скажем так, интересные. Ну, сейчас посмотрим, как выглядит у нас Battle Maze. Ну, это опять же, это порядок. Это порядок. Вот, снесем тогда существо. Ставить Миншао. Я ставлю Апепа. Повезло, что ударил в здание, а не в Ореха. Здесь нам, в принципе, ну, лучше всего дамажить, конечно. Сейчас мы, если что, его уберем. Да, мы его сейчас будем убирать. О, прекрасно. Нам даже не надо ничего делать. Ставим своего Мьёльнира. Ну и здесь уже стоит подлетал. Сейчас они умирают. Ну, а мы его добиваем. Добиваем его. Вот такие пироги. Попробуем поискать дальше. Будет ли что-то интересное. Канадец. Ну вот. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот это, кстати, еще можно попробовать. Это будет довольно интересно. Так, почему бы нам сразу бы его и не призвать? Делаем вот так. Раскидываем там свои руки. Вот единственное, что в этой колоде нет немоты. То есть потерял стол, потерял все, грубо говоря. Здесь я все равно поставлю Ореха. Сейчас мы его сможем убить. Убиваем их обоих. И ставим Грейс. Урон нам сейчас нужен. Хотя, может быть, и стоило поставить Мьёльнира. Ну, не знаю, не уверен я. Пусть он наносит урон, черт с ним. Да, хороший у него, конечно. Кусь. Кусь-кусь. Так, ну, здесь нам не страшно. Здесь нам не страшно. Так, давайте сделаем вот так вот. И оставим ему одну единичку здоровья. Сейчас мы его спокойненько добьем. Ничего сложного здесь быть не должно уже. Да, умирает он сразу. Ну и можно пропустить ход и добьем. 10 монеток нам дают. Ну и ладно. Так, посмотрим, что тут у Витора. Ну, у Витора тут своеобразная колода. Но опять же, у меня Черномора нет, поэтому я даже париться как бы не буду. Носим. И продолжаем искать. Так. Наверное, вот так вот поставим. Тут девочек народится. Немножечко урона пронесем. Ракетик. Ага, вот. Сейчас он нам весь стол-то и вынесет дружненько. Эти, конечно, умирают. Хорошо. Замечательно, что Орех остался жить. Мы ставим теперь Апепа. Проносим ему на 112 в мочку. Не удалось ему нормально похилиться, но я понимаю, что он перекрывал Орехом основную линию, поэтому добиваем его. Убили.
Следующий вот противник. Ле Конква. Что у него? У него природа. И, кстати, довольно интересная природа. Я ее щелкну. Играть я с ним сейчас этой колодой не буду. Мы ее просто соберем. Будет интересно на это посмотреть. Ну, купим, чтобы потратить яички в ноль. Ну, лучше бы, конечно, изумрудики упали. Ну и так неплохо. Так. Итак, это будет у нас, соответственно, огр. Выкидываем все это дружно. Опа, опа, опа. Так. Берем обратно волка. Я еще мог улучшить, да? А что там, 20 здоровья? 20 здоровья мы ее как раз просто до небес и улучшим. Не забывайте, что варлорды тоже считаются, когда вы улучшаете их в рост до небес. Так что пользуйтесь этим. Так, так, так. Вот колода эта. Сейчас мы ее посмотрим. Лоскут. Берем хаос, берем ближников. Так, вот он, мистер Лоскут. Не так много, опять же, здоровья. Так, это Иштмала. И мертвый лорд еще отсюда, из этой же когорты. И мертвый лорд. Так, из природы у нас это крыса и грут. Вот мой крыс. Вот мой грут. Так, и стрелков. Это Дед Мороз, Александрия и ТНТ. Так, давайте сначала ТНТ возьмем. И теперь из этого это Александрия и Дед Мороз. Вот Дед Мороз у нас. Вот Александрия у нас. Вот такая вот пачка получилась. Послабее моей основной, конечно. Ну ничего страшного. Мы ее тестим. В принципе, здесь контры хватает, так что вот как раз нам выдался шанс, наверное. А кто у него еще есть? Кому-нибудь надо будет салить. Пом-пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом-пом-пом. Так, давайте-ка пока, наверное, все-таки вот так вот сыграем. Да, призывает он свои руны. Ну, рун мы не особо боимся. Так, снесет он сейчас нам, да, это. Почему нет? Крыса очень хорошо пробивает. Здесь мы, ну, конечно же, поставим вот так вот. Вот, единственное, что он под баблами успеет их выпустить. Ну, здесь не страшно. Кидаем на всех дружненько немоту. Ну и, наверное, можно даже вот так, в принципе, сыграть. Почистить полностью ряды. Кстати, вот этот мертвячок, он то исчезает, то не исчезает. И вот это как-то вот стрёмненько. Так, ну здесь можно, в принципе, не париться, кинуть грута просто. И как бы на этом закончим. Заморозка. Ну, продолжаем тогда. Опять кидаем Иштмалу. Здесь, я думаю, зайдет Дедушка Мороз. Тут мы можем кинуть вот так вот. Да, такая тягучая партия получается. Довольно повезло ему неплохо. Так, ну, давайте поставим крысу. Наносит 92. И здесь, в принципе, сейчас стоит подлетал. Может быть, ТНТ надо было и раньше выпускать, конечно. Ну, хорошо, да, это летал. Так, ничего страшного тут нет.
поставим и добиваем его. Может, это и раньше надо было, чтобы он начал раскидывать сразу свои черепа. Но что-то вот как-то... Да, давайте. Он... Видите, он у меня кидает пока одну только смерть. Желательно все-таки 2 получать. Ну, здесь мы, я думаю, сделаем вот так вот. Уже у нас 2 смерти на первых рядах. Да, он снимает моих мертвячков, ну ничего страшного. Да, вот это, конечно, неприятно немного. Но мы кидаем, наверное, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. 3 смерти уже стоят, атака у него на 0. Пусть даже он это сделает. Сейчас мы поставим Грута сюда. Вот именно вот сюда он как бы выкинул перерождение. Ну вот это ж стрёмно. Ой, ну он тут накосячил конкретно. Ну, так что можно пропускать ход и добивать. Это его косяк полностью. Ну вот эта колода мне нравится. Неплохая, конечно, для лиги она у меня не потянет пока по мощи. Моя все-таки более разносторонняя в этом плане. Но колода интересная. Есть чем тут поиграться. И крыса, я люблю очень крысу. Заходит она просто уникально. То есть вот сейчас нам не помешал бы Грут. Вот Грут приходит. Это очень хорошо. 127 здоровья сходу, потому что, как я уже сегодня говорил, при появлении союзника дает 25. То есть уже неплохо. Вот. Тут мы лечимся. Сейчас будем воровать атаку. Ну, пускай кидает очищение. Лоскут у нас ему пофигу. А этого мы сейчас кренделя превратим. Да, он, конечно, уже накидал атаки, но ничего страшного. Сделаем вот так вот и... превратим просто его в мертвячка. Вот это крайне неприятно. Это крайне неприятно. Поэтому придется сделать, наверное, вот так вот даже. Слабо он по атаке. Можно, конечно, опять же поставить мистера Лоскута, конечно. Либо давайте вот так вот сыграем, наверное. Этих он подморозит. И сам себя сольет. А здесь мы просто кинем Грута. А, вот это мой, блин, просчет. Гениальный просчет, потому что эта падла стоит под Линшаяном. Ой, Линшанем. Так. Что мы тут можем? Да, здесь мы уже практически ничего и не можем. Да, здесь, к сожалению, мы сдаемся. Но колода у него обычная, просто добавленная в Дискорде. Ну, не хватило немножечко мощи героев. И Грута поставил поздновато уже так. Поэтому вот такая вот петрушка получилась. Так, ну, здесь, наверное, нам придется... Не придется. 14. Ну, ничего страшного. Носим его. Убивает он нас. Ну, тогда и мы его превратим, в конце концов. У нас, если что, еще есть мертвый лорд. Так, а здесь я не знаю. Ну, наверное... Вот так вот даже, наверное, будет выглядеть. Сделаем вот так вот. Это не страшно. Ну, 3 атаки неприятно, конечно. Но ничего ужасающего.
я здесь не вижу. Так. Угу. Что у него там еще можно будет превратить? Так. Этих мы не можем. Ну, давайте тогда вот так и выпустим, да. И как бы на этом мы и закончим наш ход. Там бьет своего же мертвячка. Мы ставим вот так вот тогда. Пока все неплохо. Так. Давайте даже вот так вот сыграем. Да, он здесь нас пробьет, ну ничего ужасного быть как бы не должно. На 19 пробивает, мы живем. Угу. Превращаем ее. Нормально. Мертвочку мы кинули одну. Вот и прекрасно. Ставим лоскута тогда. Он сам себя превратит в 1 единицу здоровья. Нормально. Теперь мы можем кинуть мертвого лорда. Это уже я накосячил. Так, ну, давайте опять же лоскут поставим. Да, убиваем Мьёльнира. Блин. Убиваем, ставим смерть. Ну, превращается, ничего страшного. Одного нашего. Так. Ставим Магрута. Убиваем тут. Ряд пока перекрываем. Да, она сейчас нанесет нам урон. Но опять же, ничего в этом страшного нету. Ставим вот так вот. Немножечко хилимся. Здесь уже интересно, конечно. Здесь уже, конечно, интересно. Украли мы немножечко атаки. Посмотрим, что он сейчас сделает. Ага, он Санту ставит. Это плохо. И самое интересное и печальное то, что мне не поставить сюда. Так. Он сейчас Санту заморозит. 4 урона мы получим. Да, вот так вот. Тогда нам придется делать вот так. Он там постоянно выхиливает здоровье. Ну, сейчас мы поставим тут, наверное, Грута, да? Блин, ну, совсем я уже понимаю, что мы будем делать. Эти две заморожены. Видно, придется вот так вот играть. Да, тут 25 он сейчас нанесет. Еще и так вот. Так, у нас тут есть 38, 4, 99. Да, мы здесь, получается, ничего и сделать не можем. Ну так, слишком много, да. Проигрываем мы чуть-чуть, очень обидно, но ничего не поделаешь. Не смог я его подконтрить нормально, и из-за этого проиграли.
Сыграем еще партийку. Давайте так начнем. Выпустим лоскута, чтобы он, если что, хпшку раскидывал. Ну, а здесь поставим и шмалу тоже. Ну, отлично, заморозил. Мы тогда ставим Александрию. И у нас пока все хорошо. Ну, тогда придется делать вот так вот. Ставим крысу также, чтобы получила урон. Вот. Пронесли мы ему на 140 за счет крысы. Так. Ставим ТНТ. Ну, если что, сейчас мы его, да, тут и крысы его добивает. Все, да. То есть, ну, вот так вот играется эта колода. Кстати, действительно довольно интересная. Просто у меня часть героев, ну, слабоватая для того, чтобы нормально держать. То есть, это у меня слабый мистер Лоскут. У меня слабоват лорд. Александрия тоже маловато. Ну, крысу тоже надо подкачать. И Грут, опять же, ну, хотя бы за сотку ему здоровья загнать, и можно что-то будет делать. Вот такие, в принципе, колоды нам сегодня попались. Я не знаю, ребят, ну, если вам что-то понравилось, то пишите в комментариях, будет интересно почитать ваше мнение. Мне понравилось больше всего вот эта последняя колода, я все-таки действительно люблю вот такие всякие интересные солянки. Доставляют они удовольствие. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Завтра будет точно уже рост до небес, будет ролик. Ну, а на этом все, ребят. Пока-пока. Пока.